Всем привет! Сегодня на этом уроке мы научимся, как создавать вот такие вот категории. Эти категории появляются обычно в сайтах в головной части, называется header, и нажимая на них, открываются новые окна. Мы сегодня разберем, как сделать что-то по типу этого. Давайте начинать. Так, что мы имеем, так это 5 идентичных вкладки. И единственное, чем они отличаются, так это текстом. Давайте начнем. Чтобы их расположить параллельно друг к другу, мы должны создать один блок. Давайте создадим главный div, внутри которого будут все наши вкладки, да? Чтобы их можно было легче позиционировать. Давайте дадим ему сразу класс, потому что у нас в вкладках тоже будет дивы, и нам нужно как-то их различать. Класс давайте дадим box, потому что это будет коробка, внутри которой будут наши вкладки. Дальше мы внутри создаем div. Давайте создадим 5 сразу дива с классом. Так, div. Не, вот что мы можем делать. Так, это div1. 5. Вот. Сразу 5 классом. 5 классов div вышло, да? Давайте теперь выпишем все наши вкладки. About, Home, About, Settings давайте напишем. Contacts и Delete. Дальше можем это приблизить. Вот, у нас получился блок, внутри которого есть 5 вкладок. Все. Теперь все дело остается за стилистикой. Давайте мы откроем нашу работу. Вот что у нас должно получиться, и вот что у нас сейчас есть. Как мы видим, у нас все это отобразилось, но они должны у нас стоять, во-первых, горизонтально все, и у них должна быть стилистика, да? Давайте сделаем это. Сперва мы давайте дадим стилистику нашему боксу. Так как это название класса, то мы ставим .box и внутри пишем. Всегда, когда мы имеем дело с разными квадратами, формами, мы должны дать им значение их размера. Ширина, width, будет пусть у нас 100%, потому что, 100%, потому что мы хотим, чтобы она была по всей странице, да? Ширина это горизонтальная вот эта длина, да? Да, 100% должна быть, когда мы хотим создать вот такой вот каталог, да? Давайте высоту мы сделаем что-то по типу 50 пикселей. И если мы вот так сделаем, у нас ничего не отобразится, потому что мы, чтобы она отобразилась, должны сделать border, это у нас граница, 1 пиксель и solid. Solid это типа, чтобы она была материальной, потому что если мы не сделаем ее материальной, она просто не будет отображаться. Все. Вот у нас, вот так у нас получилось. Дальше. Теперь мы должны написать displayFlex. displayFlex, как мы знаем, приводит все элементы внутри блока в горизонтальное положение. Вот. Но, как мы видим, у них нет отступов друг от друга. Как мы можем это изменить? Давайте сначала дадим background color black для нашего блока, то есть для нашего квадрата, чтобы он стал черного цвета. Дальше мы дадим, давайте, хотя это пока что мы не будем давать, потом в конце сделаем, чтобы вам можно было, чтобы вы могли смотреть изменения. Так, дальше, чтобы их отдалить друг от друга на адекватном расстоянии, мы должны использовать justify content. Justify content для отдаления вот расстояния элементов внутри блока.
мы можем использовать space around, space between, space evenly. Давайте попробуем space around. Space around, то есть у нас вот такие вокруг элемента получается отступы получаются, да? И со стороны границы, и со стороны другого элемента. Видите, да? Space, если мы напишем evenly, space evenly у нас, то есть расстояние у нас получается одинаковое. И с левой, и с правой стороны, видите? Если мы напишем space between, у нас получается расстояние только между элементами, то есть они становятся ближе, вообще у них пропадает расстояние между границей и остается только расстояние между элементами. Давайте напишем мы space evenly, чтобы все было ровно, четко. Вот так вот. Дальше. Align items center. Align items center это чтобы, ну, вы же видите, что оно стоит не по центру, а сверху, да? То есть у нас квадрат, оно должно стоять где-то вот тут. Align items center исправляет это все и по вертикали устанавливает ее ровно посередине. Все. В принципе, с позиционированием мы закончили. Давайте теперь добавим наш background color black. Все. Все у нас исчезло, но они до сих пор стоят, просто их перекрыло черным цветом. Потому что и текст, и фон у нас черного цвета. Давайте это исправим. У нас класс div1, это у нас все вот эти уже элементы. Давайте мы напишем div1. Сперва сразу color белый сделаем. Вот. Все у нас отобразилось. Дальше что мы делаем, это давайте увеличим шрифт. Как мы знаем, это font size, то есть размер шрифта. Давайте 30 пикселей. Все. Теперь оно очень четко видно нам. И можем еще добавить жирности для текста. Это font weight. Можем добавить 700. Все. Мы идентично повторили то, чего мы хотели добиться. В принципе, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.